1894 году Николай II стал властителем Российской империи, раскинувшейся от Балтики до Тихого океана, страны со 126-миллионным населением, состоящей из 194 народов и народностей. Государство, где трудовые классы жили в бедности, а верхи, императорская фамилия и аристократия утопали в неимоверной роскоши. В России была долгая история борьбы против социальной несправедливости. Наконец, революционные волнения 1905 года подвигли царя дать согласие на создание Государственной Думы. Но полномочия Думы были урезаны, и компромисс между царем и сторонниками представительства не найден. В 1914-м разобщенная противоречиями империя погрузилась в новый кризис – мировую войну. Первая мировая война обернулась катастрофой для царской России. На фронте страна потерпела ряд крупных деморализующих поражений. В тылу нарастали продовольственные и экономические проблемы. Император берет ответственность на себя, принимая должность главнокомандующего и соглашается с необходимостью будущих реформ. Урожденная германская принцесса, императрица Александра Федоровна, не думала о поддержке Германии. В то же время семья Романовых оказалась под влиянием мистического сибирского старца, Божьего человека Григория Распутина. В декабре 1916-го Распутин был убит группой аристократов, не без помощи британских агентов, заинтересованных в прекращении его влияния на царя. Но в глазах многих нанесенный им вред был уже непоправим для репутации царя. «23 февраля 1917 года по старому стилю тысячи женщин российской столицы вышли на улицы Петрограда, чтобы отметить женский день и протестовать против перебоев с хлебом. На следующий день толпа пролетариев уже громила все на своем пути с лозунгами «Долой царя». Воинские части, которым было приказано подавить беспорядки, взбунтовались и смешались с протестующими. Представители царской администрации арестовывались, подверглись разгрому полиция и тюрьмы, осквернялись и уничтожались эмблемы императорской власти. Правительство утратило контроль за происходящим в столице. Ряд приближенных из числа политиков и генералов убеждали императора, что порядок может быть восстановлен и Россия избавлена от военного поражения только в случае его отказа от власти. 2 марта 1917 года Николай II согласился подписать отречение в пользу брата Михаила, который под давлением отказался принять власть до созыва учредительного собрания. Всего за 10 дней закончилось 300-летнее правление династии Романовых. Февральская революция произошла быстро и в целом бескровно, провозгласив курс на создание демократического и справедливого государства. Думские депутаты сформировали Временный комитет Государственной Думы, объявленный Временным правительством, высшим органом власти до созыва учредительного собрания. Но в реальности Временное правительство делило власть с Петроградским советом рабочих и солдат, контролировавшего столичные воинские части, транспорт и коммуникации. В Петроградском совете доминировали марксистские партии, эсеры и социал-демократы во главе с меньшевиками, которые были гораздо радикальнее Временного правительства. Но они поддержали его решение продолжить войну и соблюдать обязательства перед союзниками.
Это было роковое решение, которое привело к власти самую маленькую и самую радикальную партию – партию большевиков. Ее лидер, возвратившийся из 17-летней эмиграции Владимир Ленин, бешено обличал империалистическую войну. Он требовал немедленно отобрать землю у помещиков и раздать крестьянам, а также передать всю власть от буржуазного временного правительства в народные советы, возникавшие в тот момент повсюду в России. Большевистская программа состояла из простого демагогического слогана «Мир народам, хлеб голодным, землю крестьянам». Но поскольку экономический и военный кризис усугублялся, их поддержка в массах быстро росла. В июне российское наступление на фронте закончилось полным разгромом в 60 тысяч людских потерь, массовым дезертирством, деградацией моральной и воинской дисциплины. В июле солдаты и матросы в Петрограде взбунтовались. Они вышли на улицы с большевистскими лозунгами, но войска Временного правительства открыли огонь по демонстрантам и разогнали толпу. Последовали полицейские меры, аресты большевистских лидеров, включая Льва Троцкого, в то время как Ленин с помощью Сталина смог бежать в Финляндию по подложным документам на имя рабочего Иванова. После июльского кризиса социалист СССР Александр Керенский возглавил новый кабинет Временного правительства, обещая спасти Россию от анархии, и незаконно провозгласил ее республикой. Командующий армией генерал Корнилов был убежден, что безопасность России умышленно подрывается изнутри и саботируется международными авантюристами вроде Ленина, которого он объявил немецким шпионом. В августе он приказал своим частям выступить маршем на Петроград для восстановления порядка. Большевики сыграли основную роль в организации обороны города от военного переворота. Наиболее сильный организатор, Лев Троцкий, был освобожден из тюрьмы и успешно набрал большевистскую красную милицию для защиты ключевых позиций в Петрограде. Забастовка большевистски настроенных железнодорожников не дала возможности Корнилову пользоваться железной дорогой. Его солдаты стали уходить к противнику и разбегаться. Корниловский мятеж сделал из большевиков спасителей революции. В конце сентября они получили большинство в Петроградском совете. В октябре Ленин решил, что время пришло, и тайно возвратился из Финляндии в Петроград, готовясь к захвату власти. – 25 октября большевики совершили переворот. Красная милиция и лояльные большевикам воинские части захватили ключевые позиции в столице и в ту же ночь стали штурмовать штаб Временного правительства в Зимнем дворце. Событие, которое обессмертила большевистская пропаганда в фильме знаменитого режиссера Сергея Эйзенштейна. Керенский ускользнул из города в последний момент, едва избежав ареста. На следующий день, на Втором Всероссийском съезде Советов, Ленин объявил о свержении Временного правительства. Последующие месяцы отмечены консолидацией власти в руках большевиков
а также началом жестокой гражданской войны и террора против контрреволюции Белой России. Некоторые из числа белых хотели возвращения Николая II на трон. После отречения Николай и его семья находились под охраной в Царском Селе, пригороде Петрограда, где вели изолированную семейную жизнь, занимались чтением, садоводством и воспитанием детей. Летом 1917 года царская семья отправляется в сибирский город Тобольск, где она проживает под домашним арестом в доме тобольского губернатора. В следующую весну 1918 года большевики перемещают семью в Екатеринбург. В июле 1918-го при подходе к Екатеринбургу белых большевистские боевики приводят царскую семью в подвал: царя, царицу, наследника, 4 дочерей – Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию вместе с 4 слугами – и расстреливают их всех. Гражданская война в России – одно из самых страшных и разрушительных событий XX века. Приблизительно 2 миллиона солдат погибли. В то же время эпидемии, разруха, голод и террор унесли жизни 9 миллионов человек. В конце 1921 года большевики одержали победу и под жестоким руководством Ленина приступили к строительству социалистического строя. Советский Союз, созданный в 1922 году, превратился в мировую сверхдержаву, сокрушившую нацистскую Германию во Второй мировой войне. Однако он всегда оставался тоталитарным, однопартийным государством, где любое инакомыслие беспощадно подавлялось. Спасибо за просмотр. У нас есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. Отдельная благодарность Ният М и Битбул.